Микрофон единственную, да, вот эта пушечка маленькая? Да. Ну, то есть, соответственно, мы говорим чуть-чуть на вот так вот. Ну, как бы, чтобы... Чуть-чуть, вот так вот, чуть-чуть. Ну что, друзья, привет на новом выпуске Proxy Drives. И на сей раз мы таксуем феномен этого десятилетия. Можно, прости, перебил? Можно периодически тебя перебивать, когда ты какую-нибудь хуйню творишь? Ну, в общем, у нас в гостях... блядь, сигналим, мы поехали, что он, блядь, стоит? Блядь, дайте мне объявить. Где ручка? В общем, феномен этого десятилетия. Phlegmatic Dogs. Что значит Phlegmatic Dogs вообще? Еще ты-то в школе учился вообще? Начинается. Ну, я пропустил эту фигню. 4 темперамента. В отличие от западной школы, средней школы, имею в виду, у нас в школе изучают 4 темперамента. Темперамента. Сангвиник, меланхолик, флегматик, холерик. То есть у нас изучают это в школе, да? Да, ну картиночку не помнишь, где мужик шляпой садится шляпой садится на жопу? Жопой садится на шляпу. Сидит мужик на лавке. Так. Да, все эту картинку видели. Подходит другой мужик, садится жопой на шляпу. И реакция мужика в 4 вариантах. Флегматик, сангвиник, холерик. То есть холерик ёбычем убить начинает. Сангвиник там, по-моему, вообще никак не реагирует. Это, прости, учебник по какому предмету? Мне кажется, это в 5 классе. Ну, может, обществознание. Ну, короче, это довольно известная история. Даже если ты не видел картинку, как правило, 4 темперамента нам почему-то всем известно. А в Америке, например, никто не знает этого слова. Да, это очень Они забавно. его даже выговаривают. Это очень забавно, что они по-разному все вообще произносят. Я не понял, для них это слово несуществующее. То есть в их словаре этого слова нет? Или есть? Нет, оно существует, есть, оно просто где-то далеко, глубоко. Заумное, да, походу. Когда придумали название проекта, мы, честно говоря, просто, как это обычно, или там на листочке выписали, что там кому нравится, хотелось, чтобы это было что-то, сошлись в каких-то интересах в плане там любви к чему-то, и в какой-то момент, слушай, прикольно. Ну что, звучит секси, все. Да, мы разом выбрали. Просто проект ничего из себя не представлял, когда мы название придумывали. А музыка какая-то была уже? Ну, 3 трека, условно. По-моему, даже и не было музыки. Ну, что-то мы там, да. Мы поняли, что она будет, поэтому решили название выбрать. А были какие-то идеи, типа вот этот проект будет типа бейс-хаус, да, или какой-то другой хаус? Ну, я вот могу сказать, что когда мы со Славой познакомились, и когда мы взяли какой-то вектор, направление, пытались его взять, искали мы его несколько лет. Изначально мы ориентировались, что это будет некая дип-хаус музыка с элементами бейса, но не того бейса, который сейчас все бейс называют, да, а вот что-то аккуратное, что-то от дипа к, я не знаю, к Дети Бёрду, что-то... Ну, был тогда референс, если я помню, что мы изначально для себя взяли, как типа идеал, это Джастин Мартин. Что-то как-то в этом ключе все пошло, поехало. Потом в какой-то момент мы для себя определили такое забавное звучание, знаешь, такой тех-хаус, чикен-хаус мы его называем, я не знаю даже, как его назвать. Да, это было просто... Попытки изобрести свой жанр. Да, в какой-то момент просто там любовь каждого к определенному стилю музыки, она вывела всю свою линию, и получилось так, что у нас накопился определенный запас музыки, там из 6-7 треков, если я сейчас не ошибаюсь, которые непонятно было куда, потому что не было лейблов, куда их можно было отправить. То есть мы отправляем на UK лейблы, нам говорят, что это не совсем UK. Да мы еще умели так себе, нужно признаться. Да, скилловость у нас само была собой такая. И как-то не попадали, и в какой-то момент, очень сильно хотелось музыкой поделиться, потому что вообще это все затевалось ради, такое хобби, которое, не знаю, никто не представлял себе, что это может перевести в какую-то работу, в какую-то там карьеру. Спустя 6-7 лет, да, мы уже особо не строили. Самое кайфовое было получать фидбэки от больших крупных артистов. Знаешь, вот это когда типа ты выпускаешь трек, лейбл делает промо, если делает промо, делает рассылку, ты получаешь фидбэки, и потом ты открываешь этот PDF-ный файл. Да. Видел, Пятикликс написал. Смотри, здесь кто-то отметил, надо ему срочно в личечку написать, типа. Сразу, да. Это наш приговор, если это вообще, слушай, получать фидбэки, это прям самое милое дело, под пивко сел, открыл этот файл, его разобрал, почитал. Я помню, по 4-5 раз эти файлы перечитывал. Мы понимали, как работает SoundCloud, мы понимали, как некоторых людей там пушат до невероятного количества прослушек, но не понимали, как это сделать там для себя, потому что просто проплатить какую-то компанию, знаешь,
И мы случайно нашли независимый лейбл, диджитал лейбл, который базировался вот как раз таки на базе SoundCloud. И это был английский лейбл, молодые ребята. И по фану все это просто выкинули в сеть. Перестали грезить релизами, просто Да. давай выкладывать уже. Ну, типа, раз все равно музыка нам просто хобби доставляет удовольствие, давай. Да, а ребята такие, типа, о, ничего себе, типа, такое количество материала. Получилось, слышишь, получилось наоборот же, блядь, отпустили ситуацию, перестали грезить карьерой и решили просто выкладывать, и карьера завязалась, потому что, Да, они так хорошо тогда пропушили эти треки, и в какой-то момент, знаешь, через поиск мы стали находить наши треки у кого-то в сетах. Первый был как раз Пит Кликс, который наши треки регулярно начал играть в сетах. Через Пита мы узнали, что такое Nightbase, написали пару респектов ему, и он просто в момент пишет письмо, типа, чуваки, знакомьтесь, это лейбл Босса, AC Slater, и мы такие, типа, оу. Короче говоря, пошло-поехало, и так вы оказались частью Nightbase, и Nightbase на вас очень много ставит, насколько я знаю, AC Slater вас очень любит. Но, как мне кажется, да, опять же, мое субъективное мнение, вы взяли именно своим стилем. То есть у вас, возможно, были какие-то задумки по Deep House и какой-то там новый стиль, но у вас на самом деле и получилось. Ну да, первый самый релиз на Nightbase, он такой стал прям откровенно очень хорошим трамплином для нас. И я хотел сказать, что приятным бонусом, честно говоря, помимо американского рынка, стало открытие австралийского рынка, потому что, когда ты делаешь что-то по фану, когда ты не думаешь о том, что ты вообще полетишь на какие-то гастроли, фестивали, в момент там первого релиза тебе начинают писать агентство, типа, чуваки, у вас кто агент, кто агентство, а ты еще не до конца даже понимаешь, ты знаешь, как здесь в России рынок работает. А там ты понимаешь, что менеджмент одна отдельная история, букинг другая история, да. И тут начинается какая-то возня вокруг агентств, одни, вторые, третьи, четвертые, какие-то австралийские агенты начинают писать, звонить, почта начинает работать. Мы со Славой в какой-то момент, давай возьмем паузу, давай посмотрим, кто из них самый крутой и сильный, повыбираем, где самые нормальные ребята. Ну, чтобы ты понимал, там, типа, условно, позавчера я сижу у друзей на вписке в Питере, пишу этот трек, там, условно, там, какой бы то ни было, а через 2 дня мы уже выбираем себе менеджера, это сильно прям быстро происходило и очень неожиданно прям. У нас даже, наверное, первоочередная история была от австралийских ребят, которые начали планировать тур, и я созваниваюсь со Славой, говорю, слушай, честно говоря, мне пока еще до конца не верится, но, по-моему, типа, нам предлагают поехать в тур в Австралию, и, по-моему, может все получиться. И, я такой, типа, чё, блядь, у Демьяна такая история, он немножко так события, оптимистично подторапливает. Смотри, короче, типа, это я цитирую Демьяна, что, типа, вот есть Маза уже как бы завязалась на американский рынок, вот тут уже австралийцы. Как бы можно, видимо, короче, оформить туры туда-сюда. Я думаю, мне бы, блядь, бочку оформить, условно, в Мексику, да, какой тур. Но в итоге Демьян оказался прав на, 100 из 100. То есть прям в итоге оказался тур и в Австралию, и в Америку, и это был наш первый тур, он был совмещен. Первый тур был, конечно, сумасшедшим. Мы понимали, что надо, типа, поехать, заявить о себе, готовились, делали мерч. Вот этот вот первый тур, вот что вы можете рассказать про него? Во-первых, мы вообще ни разу с Демьяном вместе не играли до первого выступления в Лас-Вегасе. Изначально, я поправку сделал, мы изначально для себя сделали такой момент, что, типа, вот не надо. Вот я в этой диджейской во всей истории побыл в России, вот поездил, что-то поиграл, и мы как-то так со Славой решили, что... где-то по пьянке мы могли у друзей боебить за пультом. Давай, типа, на тот рынок получится. Нет, значит, ничего страшного, просто вот будем продолжать собирать эти фидбэки. Приезжаем мы в Вегас, вот этот первый гиг наш. Ой-ой-ой. Вообще ever. Вообще первый, визу, знаешь, типа, целочку сорвали с визы. И прилетели в Вегас, что-то денек мы там погуляли, и на следующий день, условно, выступление а мы еще в отеле поселились. Так, в любом случае там какой-то фильм снимали, потому что, прям отель. И Hard Rock, по-моему, называлось кафе или клуб. Это была вечеринка Nightbase. И это был, с сумасшедшим составом. То есть, все, там Вакси, Лорензо, Вакси, AC Slater. Ты же был с нами, кстати. Я приехал на первую вечеринку. Ты не выступал тогда, но ты был точно. Ты что-то там, я помню, денег до хера проиграл еще в казино, да? Да, я вспомнил, ты стоял, мы с тобой лично, даже, кстати, не были знакомы, именно прям лично. Да, были мы уже знакомы. Или были после пьянки у тебя дома?
Да, вот именно. Когда я, блядь, наехал на тебя зачем-то. Да, я помню. Так это был ваш первый гиг? Да, это был Да. первый гиг, и мы на бэкстейдж заходим, а там хоспиталити на каждом столе. Мне, как драм-н-бейс диджею, блядь, я не... Ну, ты иди на бар и купи себе бухло сам, ебаный артист. Для меня это самое яркое впечатление с первого гига, это отношение организаторов к райдеру, вообще к требованиям музыканта. Для меня самым основным впечатлением было это то, что на первом мероприятии был такой яркий состав. Так. Диджеев, артистов, которых я знал, которых я уважал, на которых я всегда был подписан, следил за их творчеством. Вот этот момент слияния с тусовкой, вот этот момент того, они что тебя знают, ты понимаешь, что они уже динозавры, почему-то. ты динозавр, я динозавр, они старички, они взрослые, и чуваки, которые знают, что это такое, типа, бля, смотри, и типа такой думаешь, да, кайф, если все сеты будут проходить так, ну и вайб, сумасшедший страшный вайб. Ты на первый гиг приезжаешь, а тебя знают. Невероятно. В лайнапе невероятно. ты не Кому мы это рассказываем? Ты это должен это знать, как никто другой. Это нереальное ощущение. Это нереальное ощущение. Забегая вперед, на второй день мы приехали в Сан-Бернардино, по-моему, да, фестиваль был Хардфест. Да, второй день это хард. Да, мы приехали на хард, перед нами, я не помню, сейчас играла какая-то девчонка, тоже модно, был какой-то народец. Днем было, в 2 часа дня. Мы встали, а она, считай, раньше играла. Да. Мы такие, типа, чуть-чуть дали вискарька с утреца под 40 градусов жары. Вот. Нас привезли на гольф-каре, типа, на сцену. Мы такие, типа, фестиваль. То есть мы вообще я, в принципе, не знал, что такие фестивали существуют. Дневные. Да, типа, очень кайфово. И когда ты встаешь, ты же везде анонсирован, что ты в 2 часа играешь на таком-то стейдже. Стейдж еще большой был, вот. И когда ты стаешь играть, ты понимаешь, что на твое выступление стягивается, я не знаю, сколько тысяч человек. И у них есть какие-то там твои флаги, твои постеры, твой мерч какой-то. Есть какое-то взаимодействие, вы чувствуете эту энергию оттуда, да? И ты такой... немножечко. 3 дня назад, блядь, ты на Гинске условно сидишь, там бьешь королевство и не знаю, там. А, блядь, через 3 дня ты после Вегаса с головой больной выступаешь, блядь, в Калифорнии перед 3-4 тысячами людей. Все очень быстро произошло. И, ты даже не знаешь, как себя вести, но как бы ситуация сама тебе говорит, как себя вести. Именно, да. То есть ты просто продолжаешь бухать и выступать. Вы отыграли в Вегасе и уехали оттуда, да? И вы отыграли, например, здесь, в Москве, и уехали отсюда, да? И вот, может быть, осталось какое-то впечатление от публики там и от публики здесь. У нас был такой момент, когда мы уже поехали во второй тур. Вот как сейчас, это был, по-моему, у нас уже, по-моему, был не Крис, Я агент. не помню, где это было. Короче, это было в Вегасе, когда нас поставили в какой-то кальян-бар. И очень была плохая реклама мероприятия. Я имею в виду, была плохая подготовка, откровенно говоря. И, наверное, мы, естественно, как артисты были, не такие большие, чтобы собрать, там, не знаю, свои там 500 человек. Именно в этом данном... Да, и какое-то заведение странное, понимаешь, когда ты приходишь, вокруг сидят какие-то арабы, курят кальяны, и приходят люди, которые твои фанаты, и вот конкретно из Вегаса, не 3, там, 15, 20 человек, 10 человек, неважно. И они приходят, и такие, типа, первое, что они тебя спрашивают после сета, типа, чуваки, странное место. Круто, что вы приехали, мы очень рады, но странное место. Они, тоже недоумевали. И мы такие тогда задумались, что, типа, слушай, надо эту историю, наверное, проверять. Куда нас ставят, что за площадка. А этим тоже, они как бы не романтики, они же деньги делают. Им, блядь... Да, конечно, продали, 100% получили, все. А мы, типа, мы понимаем, что мы, по сути, такими ивентами себе палку в колеса ставим. Далее мы уже стали более выборочно относиться к тому, куда мы едем. Либо ты становишься реально каким-то хитмейкером, и все само собой происходит. Вот. Либо ты действительно выбираешь мероприятие, где, во всяком случае, лайнап так построен, что есть другие артисты, ты понимаешь, что там будут за люди. Что говорить, там в Штатах очень сильно развит рынок вообще фестивалей, тусовок, музыки. Музыкальный маркетинг, Конечно. Люди там покупают музыку, чтобы слушать. По вашему мнению, что сейчас происходит с танцевальной музыкой и что может будет происходить? Она просто становится короче и короче в реальном понимании временных рамок. Ты посмотри, что с треками делается. Если раньше клубный трек это там 6 плюс минут, всегда было, да. Понятно, что зависело от жанра все, но сейчас тенденция такая, что люди по 3 минуты пишут треки, потому что нет, радио... Тут я буду спорить с тобой. В каком-нибудь техно 9 минут Я согласен, но я в общей массе хочу сказать, да, в общей чем массе. Чем танцевальнее, тем короче, вот так можно сделать. Да, а что касается для каждого из нас, то, я, конечно, разделяю музыку танцевальную и ту музыку, которую я слушаю там даже просто в автомобиле. Короче, песня, да, это не то, где можно искать смыслы.
тогда уж, если ты слушаешь музыку, то мы вот оба, я так понимаю, с Демьяном за грувы. Да, грув. Даже не гармония первичная, а именно грув. 100%. Потом гармония уже, так 100%. Тебя должно подрывать, ты должен хотеть ножкой топ, ладошкой. А поэтому хлоп. по проекту нашему чувствуется, что у нас многие треки на одной ноте, ну не только у нас в целом, но это осознанный выбор. То есть на грув ставка вся на грув. Бля, когда я слышу эту героиновую хаос-музыку, типа, знаешь, Ля минор. ну, допустим, я бы хотел взять какой-то жанр конкретный, но там нет конкретного жанра, там и тег, и прогрессив, но бывает, Все с приставкой мелодика. когда, блядь, что-то из космоса откуда пытается спуститься, думаешь, для кого вы вообще эту музыку пишете? Ну, типа, что с этой музыкой нужно делать? Слушать, типа, сидеть, пока что-то рисуешь, блядь, раскладываешь макет, блядь, по слоям какой-то. И еще, когда я вижу диджеев, и особенно, когда я вижу такие вечеринки, да, я не спорю, все имеет право для существования, но это вот вообще не во всяком Ну, случае. я здесь не про еще меня. просматриваю как бы идею в простоте, да, то есть и музыка должна быть достаточно простая, да, 100%. чтобы была понятная, например, для движения, ногой хлоп, да. Но в целом с музыкой не происходит прям каких-то метаморфоз, которые достойны именно вот, упоминания. Сейчас пандемия пройдет, рано или поздно она пройдет, и все вернется опять на свои круги. Самая танцевальная музыка становится короче, там в драм-н-бейсе, в фаст-миксинг, который я частенько упоминаю на своих ресурсах, как шутку уже. Я видел это, В да. техно-музыке треки по 9 минут играют, и это уже давно, и пока ничего не меняется особо. Я хотел немного спросить, вот, а в чем секрет, да, вот именно этого грува, именно этого саунда Phlegmatic Dogs? Я бейс, Демьян хаус. Мы, в принципе, так и сошлись еще тогда, 10 лет назад, когда знакомились. Ага. Ну, и я, собственно, как драм-н-бейс продюсер, а Демьян как опытный хаус, меломан, диджей, тоже в какой-то степени продюсер. Ну, и вот мы наши вкусы столкнули. И в итоге Демьян меня воспитал как хаус-музыканта, а я Демьяна воспитал как бейс. Ну, Ага. то есть там проявление бейса. Мы еще когда начинали нашу карьеру, когда мы щупали жанры завыми, знаешь, это все равно было в большей степени хаос. В большей степени. И потом мы поняли, перестали строить надежды вообще какие-либо. Просто отпустили ситуацию и решили самое, максимально откровенно ебануть. То есть я откровенные басы ебанул, которые никто обычно не вставлял в хаос-музыку Ага. в таком стиле. Собственно, и Демьян тоже вроде как полагал, что проект будет а-ля Deep House, а потом, человек по гаражатине всю жизнь угорал. Ну да. Зачем мы будем корчить из себя каких-то там концептуальных музыкантов? Давай сделаем лучшее, возьмем, в чем мы оба понимаем, и что мы очень любим, что самое главное. Ну и вот мы столкнули, получилось, я бейс, Демьян хаус. И жанры совмещать так это не работает. Ну, конечно, мы совместили да. темпераменты свои, именно то есть меломанское свое. Так просто не получится. Плюс Ты можешь взять... схожесть в музыкальных вкусах, музыки из 90-х, понимаешь? Это все равно накладывает большой отпечаток, потому что, если бы Слава был ярким там представителем, не знаю, там, западного побережья хип-хопа, Так. то, навряд ли бы мы... Точек потому что слишком соприкосновения. разные Конечно, было, да? конечно. Достаточно часто вижу проекты, дуэты, где, максимально два разных человека, и, максимально они не вяжутся. Максимально не вяжутся. И ты на это смотришь историю как... ты же не можешь заставить людей полюбить что-то одно, да? Да. Совместное что-то. То есть, грубо говоря, им где-то надо сойтись. Да, да. Они слишком разные для этого. Конечно. Как ты все это И вот у нас театрально сошлось. обыграл. Мы сошлись, когда мы отпустили ситуацию, выбрали Так и лучшее. есть, да, так и есть. Лучшее совпадение, потому что изначально же, когда ты проект строишь с амбициями, ты начинаешь его как-то прогнозировать, думать, жанр выбирать, там, что-то давай придерживаться этой линии или той. А в какой-то момент надежды, когда были все потеряны, мы просто давай делать как нравится. И как нравится, выяснилось, что мы должны были придумать, как нам нравится. До того даже, как мы начали работать и гастролировать, появился просто запал на предмет того, а вот так попробовать. Знаешь, искра какая-то, это что-то интересное, потому что, Круто. бейс же тоже разный. И... Именно, да. И вы привнесли именно что-то новое. Вот это круто. А что бы вы тогда посоветовали начинающим музыкантам, продюсерам или дуэтам, или там, да пофигу кому, кто начинает, в общем? Во-первых, надо понимать, что ты хочешь по итогу. Мы понимали, мы хотели просто
блядь, получить эти фидбэки, я еще раз говорю. Ну, я во всяком случае понимаю. Да, ну, по большому счету. Вот. И все равно, нет, была какая-то конечная цель, не было там истории начать там гастролировать, стать мировыми какими-то ребятами. А если он придумал, я хочу стать диджей Снейком? Ну, наверное, работать надо этим. Все. Я вот слабо, не то что слабо, я прекрасно понимаю, как построена работа, как ты должен окунаться в это с головой, если ты хочешь что-то достичь, как должны работать твои социальные сети и так далее. Но порой просто, ну, не хочется по этому шаблону идти, не хочется делать так, как твои менеджеры считают. Должно быть вот так. Вот ты должен быть максимально в тусовке, максимально во всех трендах, везде. Ну, понятно, в первую очередь это музыка, да. Вот. Ну, образ. Опять-таки, какой образ ты несешь людям. Наверное, больше слушать музыки, больше слушать артистов, ковырять что-то новое. Ну и пробовать делать. По продакшену сложно сказать, потому что вот есть же чувак, да, у нас русский, Виталик Бикл, да? Да. Ну, кайф же. Кайф. Продакшн-диссидент. Ну да, ну кайф же, вот, поэтому, ну, кто ему сказал, как надо делать, кто ему сказал, ну, делать, как ему нравится, и делает. Как бы это банально не звучало, но подавляющее большинство людей, которые строят какие-то цели, забывают, что надо как бы постараться над продуктом. И когда я говорю про постараться, это когда, знаешь, да, блядь, до эпилепсии, до нервного срыва. Ну, просто чтобы прям, ну, вскрывайся над своей музыкой. Только так. То есть не то, чтобы, да, нормально звучит. Ну, нормальная бочка. Да, нормальный хэтик. Да, и прошло уже 30 минут, а ты уже целый трек сделал, нихуя себе. Мир все равно по одному правилу работает. Если материал качественный, он найдет своего слушателя. Если материал некачественный, ты просто потратишь кучу денег, сил на промо, на все, ну, на все. Да. Только ты перестанешь вкидывать бабосик в свое продвижение, ты прям камнем вниз, пока ты не начнешь над музыкой погибать. Или найди типа, который за тебя сделает качественно. 8926. Да, ну что, круто. С вами были Phlegmatic Dogs и Прокси. Подписываемся на канал, на их, на мой, на все сошиалы, линки будут все в описании. И увидимся в следующем заезде с кем-нибудь. Классный проект, спасибо тебе большое, братан. Классно. Да ладно, братан, ну что ты, ну давай, братан. Так, ну что, здесь как будет сделаем, да? Здесь прям? Ну здесь, а Всё, что? Или давай. ты хочешь попрощаться как феерично?